Круизные лайнеры вызывают восхищение своими инженерными достижениями, роскошным интерьером и многочисленными удобствами. Однако, что происходит с ними, когда они покидаются? Мы углубимся в мир забытых круизных судов, чтобы ответить на этот вопрос. Мы раскроем, как эти некогда шумные суда в итоге оказываются заброшенными, и также выделим некоторые из самых известных в мире брошенных лайнеров. Даже непригодные для эксплуатации круизные лайнеры остаются ценным активом. Не только интерьеры, удобство и оборудование судов сохраняют значительную стоимость для круизных компаний-владельцев, но и стоимость металлолома и других материалов, из которых построено судно, может исчисляться миллионами долларов. Учитывая огромную ценность полноразмерных круизных лайнеров, независимо от их возраста и состояния, можно задаться вопросом, почему они вообще оказываются заброшенными, а не отправляются на судоразделочные верфи. Большинство выведенных из эксплуатации лайнеров действительно отправляют на переработку на верфи по утилизации судов. После того, как круизная компания заберет все ценное, оставшийся корпус продается с аукциона и в конечном итоге попадает на свалку, где можно разобрать судно таких размеров. Однако в редких случаях извлечение и очистка лайнера может оказаться экономически нецелесообразной, особенно если транспортировка такого лайнера на металлолом окажется слишком дорогой и сложной. В других ситуациях утилизация севшего на мель лайнера может вызвать серьезные экологические проблемы. В некоторых случаях основная часть лайнера может остаться заброшенной. Ценное оборудование и компоненты будут демонтированы на месте, но корпус судна останется нетронутым. Иногда принимается решение оставить лайнер на том же месте, поскольку с финансовой точки зрения его выгоднее превратить в плавучий отель, развлекательный комплекс или туристическую достопримечательность. Если лайнер перевернулся, даже подъем его на поверхность может оказаться чрезвычайно дорогим и сложным, особенно если затопление произошло в экономически неблагополучном регионе. Иными словами, у местных властей и специалистов по утилизации может не быть возможности поднять такое массивное и тяжелое судно. В таких случаях лайнер просто остается лежать в заброшенном состоянии. Хотя заброшенные круизные лайнеры – нечастое явление, их все же можно встретить в разных уголках мира. Приведем пару примеров этих заброшенных судов. World Discoverer, пожалуй, самый загадочный и интересный из всех заброшенных круизных лайнеров в мире. Этот относительно небольшой немецкий лайнер налетел на скалистый риф недалеко от Соломоновых островов в апреле 2000 года. Хотя лайнер был благополучно оставлен, и никто из экипажа и пассажиров не пострадал, перевернувшееся судно почти сразу было объявлено полной конструктивной гибелью. Отчасти это произошло из-за отдаленного и мелководного места крушения. Однако главной причиной, по которой судно так и не удалось поднять, стала жестокая гражданская война на Соломоновых островах в то время. Фактически, когда в конце 2000 года была предпринята попытка спасательной операции, местное племя даже обстреляло спасателей из луков. Естественно, это положило конец любым планам по подъему MS World Discoverer. Сегодня этот лайнер по-прежнему остается заброшенным и лежит на мелководье. Он выброшен на берег на фоне густых джунглей, что придает ему загадочный потусторонний вид. Более того, на его палубах даже начали расти деревья и другая растительность. Хотя местные жители давно расхитили с корабля все ценное, он остается популярной туристической достопримечательностью. Многие искатели приключений и исследователи приезжают к заброшенному MS World Discoverer, чтобы сфотографировать уникальные останки судна. Лайнер Mediterranean Sky начал свою карьеру в 1953 году под первоначальным названием City of York после постройки на верфи Vickers в Великобритании. Судно эксплуатировалось компанией Ellerman Lines, которая в итоге была продана другим судоходным компаниям, пока бренд круизной компании полностью не исчез в 2004 году. В 1971 году лайнер был продан. Под новым названием Mediterranean Sky он был переоборудован в пассажирское судно.
Свой последний рейс судно совершило в 1996 году, но в конечном итоге начало крениться во время стоянки. Наконец, в 2002 году его отбуксировали и выбросили на берег в Греции. Корабль лежит на боку и частично затоплен в Элевсине. Исследование покинутых круизных судов привлекает многих авантюристов и исследователей. Однако такая деятельность зачастую незаконна. Несмотря на то, что многие заброшенные круизные лайнеры кажутся ничейной собственностью, принадлежащей лишь океану, большинство из них по-прежнему являются частной собственностью, либо первоначальной круизной компании, либо фирм по утилизации, купивших их с аукциона в ожидании транспортировки на свалку. Это означает, что проникновение на борт будет считаться вторжением на частную территорию. Помимо юридических последствий, изучение заброшенного лайнера также может быть опасным. Ржавеющий металл может нанести серьезный структурный ущерб кораблю, подвергая риску здоровья и жизнь нарушителей, блуждающих по его жутким палубам. Есть также экологические риски. При исследовании частично затопленного судна всегда есть опасность оказаться в ловушке и утонуть. До более удаленных заброшенных лайнеров, таких как World Discoverer, добраться тоже сложно. Враждебно настроенные местные жители, густые джунгли и риф могут представлять смертельную угрозу для неопытных исследователей. Иными словами, если заброшенный лайнер не превращен в организованную и законную туристическую достопримечательность, его исследование маловероятно будет легальным и безопасным. Брошенные круизные суда встречаются крайне редко. Как уже говорилось, выведенные из эксплуатации и потерпевшие крушение лайнеры все еще сохраняют огромную ценность, особенно для утилизирующих их компаний. Поскольку они так ценны, владельцы редко позволяют им оставаться заброшенными. Что касается небольших судов вроде паромов и рыбацких шхун, то их затонувшие корпуса встречаются гораздо чаще, так как металлолом от таких судов стоит меньше. Хотя в краткосрочной перспективе заброшенные круизные лайнеры могут служить своеобразными искусственными рифами и убежищами для морской жизни, они также представляют серьезную угрозу для окружающей среды, если их состояние слишком долго будет ухудшаться. Это связано с тем, что круизные суда часто строятся из материалов, которые со временем могут загрязнять морскую экосистему. Особенно это касается старых судов, где использовались опасные материалы, такие как асбест и свинец. Основной экологической проблемой заброшенных лайнеров является риск крупного разлива нефти, когда топливные баки и трубопроводы в конечном итоге поддадутся коррозии. Наиболее известным примером служит World Discoverer, где экологи опасаются, что изношенные топливные баки и детали двигателя рано или поздно приведут к утечке масла в окружающие воды. Новые экологические правила и давление местных властей могут сократить число круизных лайнеров, которым позволено оставаться в заброшенном состоянии. По мере ужесточения международными организациями экологических норм, круизные компании могут столкнуться с серьезными штрафами, если они своевременно не уберут свои обломки и поврежденные суда. Сама круизная индустрия также стремится стать более экологичной, что может вынудить отдельные круизные компании разобраться с заброшенными судами, прежде чем они нанесут вред окружающей среде. В заключение можно сказать, что хотя заброшенные лайнеры и представляют интерес как уникальные достопримечательности, их воздействие на экологию с течением времени становится все более проблематичным. По мере ужесточения экологических норм, круизным компаниям, вероятно, придется принять меры по утилизации покинутых судов во избежание серьезных штрафов и загрязнения окружающей среды.